Добрый день, дорогие дамы и господа. Мы сегодня с вами говорим о первом из трех великих игроков в нашей жизни, объединенных Карпманом в треугольник. Мы говорим сегодня о жертве. В следующий четверг мы будем говорить о спасателе, и через четверг мы будем говорить о палаче. И каждый раз на эфирах я буду рассказывать, в чем суть этого персонажа и как мы выходим из этого треугольника через одну, вторую или третью дверь. Одним из самых действенных инструментов выхода из треугольника Карпмана является духовно правильное действие. Потому что когда мы действуем из жертвы, или из спасателя, или из палача, мы делаем что-то, что для нас гарантированно неправильное. Это гарантированно вредно для нас и для тех, кому мы это делаем. И сегодня мы будем об этом говорить. А вот 2 апреля на моем мастер-классе, посвященном духовно правильному действию, я буду говорить природу этого духовно правильного действия. Откуда оно берется, как оно рождается и как оно проявляется. И мы будем с вами 3 часа погружаться в эту технологию. Духовно правильное действие – это 4-й из 4 священных секретов, о которых я рассказываю каждый месяц на своих мастер-классах. Уже был «Красивое состояние», уже был мастер-класс про связь с вселенской разумностью, про внутреннюю честность. И все эти 4 священных секрета – это то, что дано моими учителями, Притаджи и Кришнаджи, моими духовными учителями в их учении. Это написано в их книге «4 священных секрета». И мои мастер-классы – это дань уважения людям, которые ведут меня столько лет и столько открыли мне всего про то, как внутри у нас происходит переживание жизни. И как это переживание жизни, будучи обыкновенным человеком, а не духовным искателем и не тибетским монахом, как это применять в своей реальности. Итак, мы с вами с большим интересом начинаем разговор про жертву. Что же она собой является? Давайте посмотрим на один из образов жертвы. Это я не справляюсь с этой жизнью. Я точно этого не могу сделать. У меня точно это не получится. Это очень сложно. Это не мое. Я так, не могу. Это не для меня. Это отказ от развития. Это отказ от обучения в надежде, что найдется кто-то, кто будет это делать за меня. Поставьте сейчас единички, если вы знаете те аспекты в своей жизни, где у вас есть такое переживание. Ой, интернет – это не мое, готовка – это не мое, документы – это не мое, это так все сложно, у меня это точно не получится. Очень интеллигентно это сегодня называют выученной беспомощностью. Но мне бы хотелось остаться без синдрома сейчас, потому что синдром – это, знаете, как некий отклик от того, что происходит внутри. А мне хочется вместе с вами заглянуть внутрь. Итак, почему это живет внутри меня? Потому что за таким поведением прячется вторичная выгода. О, это все не для меня,
Я так жить не буду, я так делать не буду, я так не буду себя проявлять, я без этого обойдусь, и я позволяю себе, эти разрешения позволяют мне не развиваться, не учиться, не расти там, где мне очень надо. Потому что там, где вам расти и развиваться не надо, там нету вопросов. Я не умею, не знаю, чего я там не умею, сейчас скажу вам, я не умею строить дома. У меня нету там такого, я не умею строить дома, это все не мое, это мне не нужно, я без этого проживу. Если надо, я научусь. У меня нету там ни одной компетенции, я не умею строить дома, но надо, я научусь. Но жертва, там, где она не хочет учиться и не хочет развиваться, это то место, где тебе нужно очень. Где если бы ты там развивался или развивалась, ты бы достигла больших успехов, может быть, не в самой этой сфере, но соединив эти знания с чем-то другим. Когда-то у меня был разговор в конце 25 года, мы сидели за таким очень уютным столом, разговаривали, и еще не было идеи сделать эфиры про треугольник Карпмана, но именно об этом зашел разговор про позицию жертвы, и я высказала тогда вот эту мысль, что жертва перекрывает нам развитие именно в той сфере, где нам очень, очень и очень нужно. И мы стали, у нас была большая компания, и мы стали, смотреть там, вот где я не умею, мучаюсь, и все равно туда, не иду. И мой рассказ был мне неинтересен, потому что я его знала, а мне было интересно послушать, приятельница говорит, слушайте, а я точно знаю, что мне нужно навести больше порядка в доме. Но это такая проблема, я просто, даже браться за это не хочу. Я никогда не была у нее дома, я не знаю, как у нее, но как у нее в сумке и в жизни, я знаю. Я туда даже смотреть не могу. Вот уборка в доме, это не мое. Наверное, я не хозяйка, наверное, это не моя стихия. Я говорю, но мы же совсем другое знаем про стихии. Мы знаем, что ты, может быть, 30 раз не хозяйка, а муза или любовница, но все 4 стихии в каком-то нужном объеме есть у каждой женщины. Напишите сейчас, в какой сфере я даже учиться не буду, я даже туда лезть не буду, это просто все ужасно. Это у вас, и понаблюдайте, а что было бы, если бы вы там развились? Потому что мы с этой приятельницей, продолжили этот разговор. Я говорю, смотри, если у тебя дома бардак, и ты не можешь навести порядок, то смотри, ты же мне все время жалуешься, что ты не можешь в жизни навести порядок. У тебя все очень хаотично, у тебя деньги приходят, уходят, у тебя какие-то очень сложные отношения с твоим сыном, с твоей невесткой. То есть у тебя нету системы, у тебя нет порядка в жизни. Ты рассказываешь там, что какая-то крупная сумма потерялась на работе. Ты не научилась в этой сфере, и это не научилась влияет на все остальные сферы твоей жизни. То есть жертва перекрывает вам дорогу в той сфере, которая вам очень нужна. Почему она это делает? Потому что когда-то в этой сфере хорош был папа или мама. И вы, оставаясь такой маленькой, такой инфантильной, давали им место, где они могли доминировать над вами. Вы добровольно сдались, чтобы они могли где-то почувствовать себя королями, сильными, могущественными, то есть теми родителями, которые ты как ребенок нуждалась.
становится, после этих слов становится жутко. Во всяком случае, я хочу это вам предъявить так, чтобы вы испытали, какой вред приносит жертва. Она перекрывает вам наработку навыков и проявления в тех сферах жизни, в которых ты была бы очень успешна. Ты была бы очень сильной. Ты была бы здесь победительницей. Поэтому первое домашнее задание, а я буду давать вам в конце нашего эфира домашнее задание, и вы в чате, а у нас есть чат у этого проекта, будете искать себе компанию и выполнять это домашнее задание. Досмотрите до конца, то есть мы соберем все 3 домашних задания, и вы увидите, как они все связаны между собой, и сможете делать. И первое домашнее задание это рассказать другому, то есть написать список, где я жертва, то есть где я сама себя сегодня останавливаю, торможу. И это не только про навыки, это и про какие-то софт-скиллы. Например, строить отношения с близкими. Может быть, вы ходите обиженная, не знаю, на свою подругу, на своих детей, потому что они вас не ценят, потому что они, не знаю, без вас ходят гулять, или они без вас, не слушают ваших советов. И я здесь жертва, я никому не нужна. Это второй месседж жертвы. Это второе ее сообщение. Она говорит, я никому не нужна, все могут без меня обойтись. И напишите сферы, где вы никому не нужны и где без вас могут обойтись. Это те сферы, где вы априори сильны, где вы могли бы составить позицию лидера. Жертва перекрывает наши лидерские компетенции и наши ядерные компетенции. То, в чем мы, еще раз, по определению, то есть априори хороши. Еще раз, как себя чувствует жертва? То есть как определить, жертва это или нет? Первое, вы обижены. Второе, вы чувствуете, что вы никому не нужны. В-третье, вы чувствуете себя слабой и неспособной это сделать. Просто, не могу я. У меня есть много знакомых, которые занимаются маркетингом в области инфобизнеса, и к ним приходят сотни, тысячи психологов, консультантов, которые говорят, у меня такая выученная беспомощность в области интернета. Я чувствую себя дебилом, идиотом. Я ничего не понимаю, ты мне что-то говоришь, а я ничего не понимаю. Давай я тебе заплачу деньги, и ты мне сделаешь. И они говорят, у вас такой бюджет, что вам надо делать самой или самому. Вам нужно самой писать контент. Ой, я не могу, меня все трясет, когда мне нужно это делать, я не могу, даже не трогайте меня. Вот это позиция жертвы. Я не буду это делать, я не буду этому учиться. Уйдите от меня. Потому что там есть вторичная выгода. Оставаться маленькой и ждать, когда придет мама. Или папа. Поставьте сейчас двоечки, если этот разговор глубоко трогает вас. А я пока сделаю еще шаг в другую сторону. Это пока не глубже, это пока другой аспект жертвы. Я плохая.
я дрянь, я плохая мама, я плохая жена, я ужасный специалист, я ужасная женщина, я такой человек мерзкий, меня надо убить, да вообще меня нужно стереть с лица земли, да я тварь такая, ой, вообще, вы знаете, у меня такой характер, у меня такой характер. Это когда вы застреваете в игре под названием «Я плохая». Первая игра была «Я не справляюсь», «Я не справляюсь, спасите меня». И она была обращена, как вы понимаете, к спасателю. Она порождала спасателя, она ждала спасателя. А вторая «Я плохая, я тварь, я гадина, меня нужно убить на месте», я себе врежу, я другим причиняю вред, я там ем по ночам, я курю, я транжирю деньги, меня просто надо убить, убить. Ставьте тройки, кто себя это узнал. Леся, твоя тройка должна быть первая. Это контакт с палачом, естественно. Какая вторичная выгода? Это бояться наказания и не делать что-то из страха, что меня накажут. То есть это способ научиться ставить себе рамки и границы из страха, что этот палач сейчас придет и мне надает. Это может быть государство, это могут быть пограничники, это может быть полицейские, это может быть муж, то есть кто угодно. Человек сам себе придумывает этого палача. И чем сильнее ваша позиция жертвы, тем активнее вы пробуждаете палача в людях рядом с вами. И если вы из этой жертвы приходите, не знаю, там, проходить границу, вас возьмут за белые рученьки и вытрясут все из вашего чемодана, перепроверят, спросят, перелистают ваш телефон, потому что они чувствуют, что вы, вы плохая, вы в них включаете эту субличность сразу. Камон, иди сюда. Итак, троечки – это когда вы обнаружили в себе эту плохую девочку или мальчика. Я плохая. И сколько бы вы ни работали с этой «я плохая», пока вы ее используете для того, чтобы чему-то научиться, что-то перестать делать, то есть понять, как строить границы с миром, и внешнее, и внутреннее, ваша жертва будет процветать. Что вы скажете? Напишите ваши переживания, ощущения. Даже если вы знаете про треугольник Карпмана, вы никогда не видели этих двух крыльев. Вы не знаете, откуда они взялись. А сейчас вы с удивлением открываете, что это был очень болезненный, очень тяжелый способ научиться расти. В первом случае это быть в контакте с другими людьми. Это очень болезненный способ контакта. На всех обижаться, манипулировать, требовать внимания. Но вы вот так учились контактировать с другими людьми. Учились понимать свои инструменты контакта. То есть как вы контактируете, какой ваш способ. Это еще раз супер болезненное, невероятно травматичный способ развития, но он был нам доступен. Понятно, что он не единственный. Кроме треугольника Карпмана у нас есть какие-то еще не страдающие части. Но поскольку это связано с развитием ребенка, то в первом случае он учился строить отношения с людьми, а во втором случае он учился соблюдать законы.
Расскажите еще раз про выгоды «я плохая». Я плохая, я тварь, меня нужно наказать, меня убить надо. Я такая плохая мать, и я стараюсь стать лучше. Меня убьют, и я все время получаю от мира пощечины. Меня убьют, накажут, у меня сын сядет в тюрьму, у меня дочка сопьется, будет сын наркоманом, потому что я отвратительная мать, я ужасная мать. И я стараюсь стать лучше. И я живу из этой жертвы. И я делаю своим детям, плохо. Но я начинаю что-то делать, какие-то правильные вещи. Но правильные вещи нужно делать из правильного состояния. Поэтому эффекта нету, но навык я все равно получаю. Я же что-то делаю, я очень много делаю для своего ребенка. Я плохая мать, но я столько всего делаю, на кружки вожу, к врачу вожу, кашку утром полезную кушаем, удобную обувь правильную с профилактикой одеваю, в душе мою, зубы чищу, выглядит хорошо, в школе учится. Я все это делаю из страха наказания. Потому что внутри я знаю, что я плохая мать, и меня накажут. Про палача я буду рассказывать через занятия. Сейчас я рассказываю о природе жертвы. Итак, меня накажут, я плохая, и мне помогут, я слабая. Я слабая, я не справляюсь. Вот природа жертвы. Это еще раз не самый глубокий разговор, мы сейчас пойдем еще глубже. Но для того, чтобы этот разговор имел смысл, вам нужно выполнить домашнее задание. Вам нужно написать или хотя бы проговорить визави, то есть взять себе партнера для разговора. Это не может быть разговор тет-а-тет, потому что вы сольетесь. Разговор с визави в онлайне, вы должны ему рассказать, ты знаешь, я плохая, не знаю, жена. Вот я плохая жена. Я подумала, где я плохая? Я плохая жена. Я все время путешествую, меня никогда нет дома, я не любитель... Нет, я люблю гостей дома, но я не любитель семейного быта, хотя тоже не знаю, кажется, любитель. Я не люблю много готовить, хотя я люблю готовить. Я не очень хорошая жена. И тогда, если я плохая жена, я начинаю... давай так, я плохая жена, пускай это будет просто упражнение. Я плохая жена, я боюсь, что мой муж от меня уйдет, если я буду плохой женой, и я становлюсь все лучше. Я готовлю, хорошо выгляжу, воспитываю детей. То есть я делаю очень много правильных действий, но поскольку я делаю их из жертвы, результат катастрофически плохой. Потому что жертва порождает либо палача, либо спасателя. Либо дети неблагодарны, либо муж вечно в проблемах, я его спасаю. То есть нету хорошего состояния. Но действия я научилась делать, навыки у меня появились. И если палача или жертву убрать, то навыки останутся. Я все равно умею готовить, я все равно умею следить за домашним хозяйством, все равно умею хорошо выглядеть. Я теперь буду это делать, это теперь можно делать из красивого состояния. Пока непонятно как, но объясняю, что навыки остаются. Хорошо. Да, отрицательная мотивация. Давайте пойдем глубже. То есть 2 вида домашних заданий вы уже поняли. Я слабая, у меня не получается, спасите меня, у меня не выйдет, это не мое. Давайте я создам проблему, вы будете меня спасать.
это все, жертва, 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 жертва. Поставьте четверки, если вы видите, наконец, размер своей жертвы. Очень важно, чтобы вы понимали, насколько она велика. Почему важно? Потому что если вам кажется, что жертва занимает 1-2% моей психики, то с ней и не нужно возиться. Но когда вы открываете, что жертва занимает 98% вашей психики, тогда вы понимаете, что вся ваша жизнь это сплошное выживание. Смотрите, вот если ты постоянно учишься, это тоже жертва. Не важно, что ты делаешь, важно, из какого состояния. Ты можешь отследить, из какого состояния ты учишься. Я, например, много лет училась из состояния, что я ничего не знаю, или я мало знаю, и я не выживу. То есть это была жертва. Потом эту жертву заменил интерес. Мне было и сейчас интересно что-то узнавать новое. И то это учиться. Но учиться из жертвы – это все время оставаться в состоянии, что да, я поучилась, но, Боже мой, сколько я всего еще не знаю, и я все равно не выживу. Или из интереса, о Господи, как много всего интересного хочется узнать, надо просто жить вечно, потому что все хочется узнать. Вот если кажется, что жертвы 20%, это значит, вы еще с ней не познакомились. Я не предлагаю, я не сгущаю краски, я не требую от вас посыпать голову пеплом. Я просто предлагаю МРТ, потому что если вы знаете, как обстоят дела у вас внутри, если вы знакомы с этим персонажем, понимаете его многообразие, вы будете понимать, какое лекарство нужно применить в этом месте, чтобы выйти из жертвы. Так, а давайте узнаем, сколько у нас зрителей и сколько лайков. И если кто-то забыл поставить лайки, то самое время это сделать. А жертва – это принудительная программа к развитию. Понимаете, развитие – это не наработка навыков. Развитие – это когда вы умеете навыки использовать в нужном месте. То есть зрелость, а развитие это о зрелости. Зрелость это выпить рюмку водки, когда ты замерз и пришел в теплый дом, и сейчас ляжешь спать, поесть горячего супа, выпить рюмку водки и лечь спать. И тогда ты не заболеешь, ты останешься здоровым, проспишься, и завтра будет тебе хорошо. Разумно использовать ресурс алкоголя. Не пить все время или не пить все время. Разумность – это когда ты нужный ресурс используешь в нужное время. Давайте сделаем еще один шаг. То есть хочу узнать, сколько меня смотрит людей и сколько поставило лайков. Все, кто не поставил, поставьте. И все, кто молчит, поставьте 8, чтобы я могла с вами соединиться. И вы могли включиться в этот процесс лучше. А мы с вами идем еще глубже. Давайте начнем с вот этой жертвы, которая у меня не получится, я не умею, я не могу, я на вас обиделась, я для вас не важна, вы на меня не обращаете внимания,
я для вас ничего не значу, а докажите мне, что я для вас что-то значу, а обратите на меня внимание, а вам что непонятно, что непонятно, что я обиделась, а что непонятно, что так никто не делает. Вот это наша жертва. Давайте закройте глаза и погрузитесь вот в эту жертву, которая обижена на всех, которая не справляется. И позвольте себе опуститься глубже и глубже. И в глубине своего сердца вы найдете способность любить других людей. Другими словами, любить всех и все. Это очень красивое детское чувство. Любить маму, папу, всех, кто вам помогает, вообще всех любить. Позвольте себе погрузиться в это. Здесь это безопасно. Когда-то мы закрыли эту свою способность любить всех, потому что получили по голове, нас обманули, у нас что-то отняли, забрали. Но я предлагаю погрузиться вам еще глубже. Тогда в этом источнике любовь к другим становится вашим оружием, вашей силой. И когда вы соединяетесь с этой силой, а ребенок умел пользоваться этой силой 100%, то есть он заставлял других носить его на руках, кормить его, успокаивать, защищать, спасать. Он требовал, и он излучал вот это состояние любви. И тогда у спасателя просто не было шанса. Спасатель чувствовал себя глубоко тронутым, сопереживающим. Вот этому ребенку, который излучал любовь. И появлялась вот эта родительская позиция позаботиться. И когда вы перестали излучать эту любовь, запретили себе чувствовать вот эту любовь ко всем, родилась жертва. Это перестало работать как божественный инструмент эволюции. Это стало без любви этот инструмент стал вызывать страдания с обеих сторон. Позвольте себе остаться в этом состоянии и подумать о том, что вы хотите попросить помощи у кого-то.
Когда вы транслируете любовь, вы чувствуете, что вы уже отблагодарили того, кого просите о помощи, потому что вы ему уже налили любовь. И от любви никто не отказывается. Любовь — это сверхценность планеты. Любовь — это сверхценность этой Вселенной. Позвольте себе ощущать, как же это приятно и безопасно, когда ты любишь. И именно любовь к другим освобождает тебя из позиции «я жертва», «я обижена», «я никому не нужна», «я не справляюсь и мне помогите, спасите». В этом состоянии помощь приходит. Хочется еще купаться и купаться в этом приятном состоянии. Очень хорошо. Открываете глаза. А я вижу ваши восьмерки. Давайте сделаем еще один шаг и посмотрим на «я плохая», которую накажут, убьют, дадут по голове. Надо бояться, надо прятаться, потому что жизнь такая очень опасная, потому что я там тварь подзаборная. Давайте посмотрим, а что там в глубине. И я уверена, что вы уже догадались, что там тоже любовь. И хочется изучить теперь, а что же там, какая там любовь. Я сейчас нахожусь в Зальцбурге, в горах, в Альпах, в невероятно красивом городе. Весь исторический центр Зальцбурга является историческим наследием ЮНЕСКО, один из самых красивых городов в мире. И, конечно, это город Моцарта. Мы вчера были на концерте. Это мировое турне Ханса Циммера, потрясающей красоты концерт. Музыка, которую вы все знаете по «Пираты Карибского моря», «Аватар», «Дюны», «Спайдермен», забыла, как этого зовут, Дауни-младший, Шерлок Холмс. Мы вчера наслаждались. Король Лев, Панда Кунг-фу. Мы вчера наслаждались этим красивенным, невероятно красивенным концертом. Придумать эту музыку — это гениально.
исполнять эту музыку. А там было много исполнителей. Это было великолепно. Никто из этих людей не смог бы достичь этих высот, если бы они оставались в жертве. Это невозможно, быть в творчестве, быть в вдохновении, быть в наслаждении, быть в счастье. Невозможно быть в жертве и подарить счастье другим. Невозможно быть в счастье и не подарить счастье другим. Счастливый человек создает вокруг себя счастливый мир. И поэтому рядом с жертвой остаются только те, кто точно так же... Вот жертва, она держится за свою жертву. Потому что там, как мы слышали, вторичные выгоды. Да, Интерстеллар. Жертва держится за свои выгоды. И рядом с ней, в ее окружении, будут все такие же жертвы, как и она. Они могут выступать, вы же помните, жертва тут же становится агрессором, она обвиняет, что ты на меня плохо посмотрел, ты мне не то сделал. Она потом выступает как спасатель, говорит, да ладно, ничего страшного. Она делает что-то во вред себе, потом обижается, что ее не отблагодарили. То есть это внутри одного человека все время этот ад происходит. Это не так, что вы только в жертве, а все остальные вокруг вас палачи и спасатели. Вы сами и жертва, и палач, и спасатель, буквально с разницей в пару секунд. И вчера на этом концерте я чувствовала, как испаряется тот негатив, который существует в людях. Люди, их сознание повышается, они переживают этот восторг, они переживают творчество, инсайт, благоговение, радость. И они напитались этими высокими вибрациями и ушли лучше. То есть, чтобы делать мир лучше, не обязательно становиться монахом и медитировать в горах. Можно просто делать свое дело из состояния творчества. Смотрите, вот хороший вопрос у женщины. А если в контакте с врачом, описывая свои жалобы спокойно, ты недополучаешь отклика и готовности вникать в твои жалобы, но как только ты начинаешь условно рыдать, страдать из-за недомоганий, то тут же врач включается и назначает, например, дополнительные анализы. А это вот так они и живут. Давайте об этом поговорим. Первое. Жертва рождает палача. Жертва рождает, и палача, и спасателя. Сейчас про спасателя. Жертва рождает спасателя. Для того, чтобы спасатель родился, жертва должна ему объяснить, что я не выживу, я сама делать ничего не буду, я не справляюсь, я не понимаю, пожалуйста, сделай за меня. Если спасатель включился, жертва успокаивается, потому что спасатель начинает ее спасать, и жертва увеличивается. То есть в результате не тебе анализов написали больше, и поэтому ты довольна, а твоя жертва получила энергию от этого человека, и жертва успокоилась. Она стала больше, она наелась, она получила чужую энергию жизни, спасатель ее отдал, спасателю стало хуже, жертве стало лучше, но обеим людям стало хуже. Потому что теперь твоя жертва, та часть тебя, которая точно знает, что она не выживет, она стала больше.
У тебя есть часть, которая готова выздороветь и бороться за свое здоровье, а есть часть, которая и не собирается выздоравливать, потому что ей болезнь нужна для того, чтобы страдать и не справляться с жизнью, и приходить к врачу, и жаловаться соседям, друзьям, и получать внимание, заботу, и напитывать себя. То есть жертва кормит себя, жертве наплевать на тебя. Она не твой друг, и она не ты. Это внутри у тебя есть раковая опухоль под названием жертва. И опухоль становится больше в результате того, что ее поспасали. Очень часто в медицинских кругах, я знаю такое правило, человек сидит, рыдает, врач сидит спокойно, подал салфетки, воду и никак не включается. То есть, пожалуйста, вода, вот вам вода, салфетки, успокаиваетесь. И жертва поняла, не прокатила. Она рыдала, она лежала на полу, билась головой об стенку, не прокатила. Она хлопала дверями, она уходила, она ненавидела. Будьте вы прокляты! Она становилась палачом, не прокатила. Это человек остался в позиции наблюдателя. И жертва выходит, это не врачи, это сволочи, гады, я ненавижу, да вы сдохните под забором, а чтобы вашему ребенку было так плохо. Вот и когда вы в таком состоянии, это не вы, это жертва. Это она сейчас, ненавидит, злится, мечтает о мести. Это в ней включился палач теперь. Потому что вы, сволочь, не дали ей еды. Не дали ей покушать. Она осталась неудовлетворенная. Поставьте девяточки, если до вас доходит ужас того, что происходит. Я бы хотела, чтобы это слово «ужас» осталось в вашем лексиконе. Не как игра жертвы, а как понимание, что война идет за энергию. И энергия вам не достается. Она достается жертве. И поскольку там много энергии, вы себя начинаете идентифицировать с жертвой и переживать все ее чувства как свои. А если... Смотрите, вы сейчас хотите задать все вопросы, а если жертва то, а если жертва то, у жертвы есть миллионы инструментов, как повлиять. А если жертва заводит в изоляцию, так не оставайтесь в изоляции. Жертва говорит, все, я с тобой не разговариваю, или просто замолкает и не разговаривает. А вы не оставайтесь в изоляции. Вы говорите, чай будешь? Короче, я тут чаек тебе сделала, захочешь попей. Вам же, смотрите, это же не во внешнем мире, а внутри происходит соединение со своим треугольником. Вы можете не включаться. Это ужасно, когда другой не включается. Я помню эти истории, когда ко мне приходили клиентки, и она рассказывала, я там страдаю, сижу на кухне, а он сидит и смотрит телевизор. Я говорю, да, ужасно. Он чудовище, он бессердечный. Мне так плохо, а он пошел играть в теннис. А он должен был что? Или мужчина приходит, просто у меня меньше мужчин клиентов. Мужчина-клиент приходит и говорит, мне так плохо, я так страдаю, у меня не идет бизнес. А ей, понимаешь, хоть бы хны. Я говорю, она потратила последние деньги? Нет. У нас, во-первых, не последняя, но нет, она там сидит, хохочет, слышу себе там работает, а мне так плохо. А что она должна была делать? Она должна была меня жалеть. То есть она должна жалеть тебя в каком плане? Что ты не справляешься, что ты, да, я бедный, несчастный, я не справляюсь. То есть ты серьезно хочешь, верить, что ты бедный, несчастный и не справляешься? Да, конечно. А что, я не могу Ты же сама говорила, будь честным с собой. Я говорю, да, но ты сейчас нечестна с собой. Я спрашиваю, ты правда этого хочешь? Ты правда хочешь быть бедным, несчастным и не справляться с жизнью? И
И он мне такой говорит, ну да. Повторю еще раз. Ты успешный мужик в прошлом. Сейчас хочешь быть бедным и несчастным. Он говорит, ну я хочу на 5 минут, чтобы она меня просто пожалела. Ну давай я тебя пожалею. Бедненький, несчастненький, ты не справляешься с жизнью. Он говорит, нет, ты плохо жалеешь. Ты не искренне жалеешь. Я говорю, да нет, ну искренне. Я сейчас, твою жертву, абсолютно искренне говорю, да, у тебя ничего не выйдет. Она сейчас стала еще больше. Ты этого хотел? Нет. Может быть, я скажу тебе, соберись, тряпка? Ты крутой чувак. Если ты построил один завод, ты построишь и 10. Да, он говорит, ты наливаешь сейчас, в меня победителя. Я говорю, а жертва что твоя? А он говорит, да похер. Не нужна мне жертва, я вот победителем хочу быть. То есть вопрос в том, что это ты решаешь, кого и что наполнять, свою жертву или своего победителя. Нет, жертва не живет только если рядом спасатель. Жертва живет всегда. Если спасателя нету, она будет рассказывать, она будет мечтать о принце на голубом коне, на белом, простите, который придет и ее спасет. Это же кто мечтает? Жертва. Я сама не справлюсь, но однажды волшебник в голубом вертолете, вот откуда голубой, волшебник в голубом вертолете и принц на белом коне придут, меня и спасут. Они сделают для меня это все. Она может мечтать о том, что однажды наступит рай, и все будет хорошо, и ее спасут. Жертва не живет со спасателем. Жертва может других заставить сделать спасателями, пробудить в них спасателя. Но жертва это первичный персонаж в нашей психике. Спасатель и палач, они ее порождение. Она их создает. Потому что это все находится внутри тебя. Это внутри тебя есть спасатель, который, ты говоришь, Боже мой, я ничего не могу, я бедная, несчастная, мне так плохо. И спасатель говорит, идем, я куплю тебе платье за 500 евро, и я тебя спасу. И вы идете, тратите несоразмерно большие деньги, и жертва говорит, Боже, как мне приятно. И это платье, на ней будет написано «платье для жертвы». И когда вы будете одевать это платье, вы будете испытывать состояние, что вы жертва. И у вас может быть полгардероба такого. У меня есть подарок для всех. Медитация принятия себя. Ее, только-только опубликовали. Она вам поможет. Вот делайте ее, 7 дней до следующего эфира. Потому что в основе жертвы это, вы видели, непозволение любить. Давайте сделаем еще один шаг глубокий и посмотрим на эту жертву, которая я плохая. Итак, я плохая, я тварь, меня накажут. Идемте туда, в глубину. Соединитесь с этим опытом. Ужасная я тварь, я чудовище. Хуже меня никого нету, я плохая мать, я плохая жена, я ужасный бизнесмен. Тварь, гадина, мерзавка. И там внутри вы найдете непозволение себя любить. Вам не разрешили любить себя безусловно. И когда вы пойдете еще глубже, вы почувствуете очень глубокую любовь к себе. Это лекарство. Это то, что исцеляет саму жертву, саму ее природу. Это выход из жертвы. Любовь к себе и любовь к другим. Просто сейчас ощущаете, как приятно любить себя.
плохую, хорошую, неважно. Люблю себя любую. И кому-то и будет тяжелее любить других, кому-то будет тяжелее любить себя. И здесь, в этом месте, в этом запрете любить себя рождаются эгоисты, а в этом запрете любить других рождаются альтруисты. Или наоборот, наоборот. Нам не нужно выбирать. Инструмент исцеления – это любовь. Полюбить себя и полюбить других. Поэтому эта практика про принятие себя, она будет лекарством, сильнейшим лекарством. И почувствуйте, как сейчас стало хорошо, спокойно, тихо. Как давно мы сюда не ходили, как давно не любили себя. Просто позвольте себе ощущать. Вот это мой ответ. Это то, ради чего я живу. Любить себя, любить других. Сколько в этом сладости, покоя, расслабления, чистоты. И здесь нету места жертве. И на следующей неделе, когда мы будем говорить о спасателе, вы увидите еще глубокие, прекрасные состояния, которые мы не активировали в себе, свои сильные качества, свои дары, которые вложены в нас эволюцией. Открывайте глаза. Сейчас уже конец марта. Думаю, что следующий эфир надо провести прогноз на апрель. Мне очень понравился, и вам очень понравился такой формат. Я рассказываю, про что сила и про что вызов месяца. И как показал этот месяц, кто предупрежден, тот вооружен. Не у всех это получилось, все равно несколько сообщений о разводах я получила, но не всегда это трагедия. То есть принять свой выбор, что это не мой человек, это тоже важно. Итак, мы заканчиваем наш эфир. Спасибо моим спонсорам. Подключайтесь, становитесь спонсорами. Наверное, на Земле есть люди щедрее, чем я. Но я в этом клубе, в клубе щедрых людей.
У меня в спонсорском канале интереснейшие практики, которые больше нигде не присутствуют. Я поехала в Вену. Прощаюсь с вами. Смотрите мои сторис в Инстаграм. Можете сделать фотографию, какая я тут красивая и умная, и как полезно с вами поговорила. Я очень ценю ваши репосты. Не просто, знаете, типа спасибо, а моя благодарность – это некая валюта. Когда вы делаете что-то хорошее мастеру, и мастер вам благодарен, вы можете заметить, как ваша жизнь становится гораздо лучше. Поверьте античности. Ваша Диана.